Tanix TX68, это ТВ-бокс, ну, так, достаточно дешевле, чем $30. То есть это даже не 29, это так, ну, конкретно. Но при этом сколько он стоит, узнаете по ссылке в описании под видео. А мы сегодня будем обозревать вот этот вот Tanix, для чего он годится и насколько эта новиночка станет бестселлером или не станет бестселлером. И что можно купить в случае, если эта новиночка не такая уж и хороша, вместо нее за такие вот достаточно смешные деньги. Поэтому на канале Технозон поехали. Начало, как всегда, на AliExpress. Tanix TX68, Android 12. И тут пишут, что ТВ-бокс AV1. Сразу буду развенчивать эти мифы. AV1 здесь нет. У WinRAR 618 не поддерживает AV1. Есть Wi-Fi 6, 5 ГГц Wi-Fi. Это версия 4 на 32. И за версию 4 на 32 вы заплатите $25. Либо 27 за версию 4 на 64. Это очень неплохая цена, с учетом того, что мы действительно с ним кое-что сделали. Поддерживает здесь 100 мегабитный Wi-Fi, 100 мегабитный LAN, есть версии, ну, как они пишут, Bluetooth 5, хотя для чего он здесь нужен, абсолютно непонятно. Smolid G31, вот AV1 я не увидел вообще. То есть его нет в перечне кодеков, возможно, у кого-то получилось, я не смог его там завести. Смотрите. Что у нас, нафига не пишут этот AV1, если его реально там нет. Что у нас по портам? Пожалуйста, Леша, приблизь меня. Смотрите, у нас есть здесь два USB 2.0. Кстати, по портам очень даже неплохо. Два USB 2.0. Есть у нас LAN RJ45 на 100 мегабит. HDMI. У нас выход аудио-видео для старых телевизоров. Вот он, да, аудио-видео для старых телевизоров. Разъем питания. И есть USB 3.0 и разъем для TF-карт. Есть антенка для улучшенного приема, скажем так, сигнала. А спереди у нас часики. Часики прямо незабываемый какой-то момент нам нужен. Знаете, что мне понравилось? Здесь очень маленький блок питания. Маленький-маленький. Поставляется в обыкновенной коробочке Tanix, черной, ничем не примечательной, с пультом, о котором даже разговаривать, откровенно говоря, не хочется. Но при этом, смотрите, слушайте, давайте так, подписывайтесь, нажимайте колокольчик, нам будет очень сильно приятно, потому что вы забываете подписываться, а потом, почему я не подписался на вас. Подписывайтесь, пожалуйста. Ну и, конечно же, ссылки на проверенного продавца, где я это покупал, лежат в описании под видео. Теперь смотрите по положительным и отрицательным моментам, которые мы заметили при использовании. И, конечно же, вы дальше посмотрите все это в обзоре. VP9 нет, вернее VP9 есть, но нет VP9 4К 60 FPS, он не будет его проигрывать. Поиграть на нем вы абсолютно не сможете, достаточно слабый для этого процессор, хотя стоит Mali G31, но Cortex A53, 4 ядра по 1.4, это вот для контента, да. С IPTV проблем не возникло, есть 5.1 звук через TBD Video, это фирменный плеер для процессоров Allwinner, есть Dolby Digital плюс Dolby Digital и DTS. HD звук весь транскодируется в обыкновенные форматы звука DTS и Dolby Digital. Мы спокойно просмотрели здесь IPTV и с внешнего жесткого диска без ограничений. Вот вообще без ограничений с внешнего жесткого диска. По раздачам, о которых мы, к сожалению, уже не можем так свободно говорить, это 40. Вы поняли, о чем я говорю, те, кто в курсе, да? Вот мы должны так сказать, там еще в обзоре я, конечно же, повторюсь. По Wi-Fi. Хотя не заявляется, что здесь Wi-Fi 6, Wi-Fi, откровенно говоря, слабый, максимально, что мы смогли получить, 120 мегабит, при этом кивать на роутер не приходится, потому что роутер AX7000 от Xiaomi, здесь вот любой ТВ-бокс показывает абсолютный максимум. В 2,4 ГГц такой середнячковый результат, хотя у нас выдавало 20 мегабит, 22, потом мы перетестировали, показывало 36, но здесь тоже сильно загруженные сейчас сети 2,4, и ориентироваться на один результат не стоит, тут нужно очень большой отрезок времени, но при этом вы должны помнить, что для использования в 2.4 вам понадобится использовать комбинированную частоту, ширину канала 20/40, потому что на 20 он не завелся, он не увидел вообще 20 ширину канала, то есть он не видел 2.4 гигагерцовой сети. В остальном все, мы смогли на нем спокойненько поиграть, мы смогли на нем спокойненько посмотреть кино, посмотреть ютубчик, посмотреть IPTV, и как бы в принципе за такие деньги, что-то еще и более-менее получилось. Ну а если вы хотите более интересный момент на
например, ну не Helix UX, как стоит в этом Tanix, например, Android TV, то Tanix W2 на прошивке Slimbox, ссылки в описании под видео, это очень-очень классный вариант, который мы тоже, откровенно говоря, рекомендуем. Ну и что ж, сейчас переходим на тесты, а потом ждем выводы. Стандартный интерфейс Alice UX — это такой себе интерфейс фирменный от Tanix. Многие его помнят, многие его любят, но в данном TV-боксе, само собой, его не получится заменить. Потому что здесь стоит не AIM-Logic, и, к сожалению, нормальных прошивок в долгосрочной перспективе даже не предвидится. Мы видим, что это у нас тип устройства ТВ, какой-то Aran TX68, прям как мини-компы называется. 4 гигабайта УЗУ, 32 хранилища с Bluetooth у нас это все дело, и это Cortex A53 по 1,4 ГГц, 4 ядра. Вот, пожалуйста, Allwinner A618. Разница от A616 это добавление AV1 кодека, по идее. Ну да ладно, сейчас посмотрим. За отображение у нас отвечает Mali G31. Разрешение экрана, не смотрите, это не 720p, это разрешение интерфейса. То есть здесь интерфейс Alice UX HD. Это самого вот этой вот картинки, которая у нас, в принципе, у вас на экране. Теперь подключено через 5 ГГц, но скорость коннекта 229 мегабит. Немножко слабовато, посмотрим реальную скорость. Сейчас посмотрим по температуре. Смотрите, по температуре вопрос, ну, есть совпадение или с задержкой? 63, нет, это VE Thermal Zone. Ну, короче, будем ориентироваться, что температура где-то в среднем плюс 1 градус должна быть. Вот я вывел вам окошечко, берем к нему еще в среднем 1 градус. Реагирует на температуру достаточно резво, в том плане, что да, ну, имеем что имеем, это Allwinner все-таки, они немножко горячее, чем те же самые AIM-Logic. Сейчас посмотрим, что у нас по кодекам, и действительно ли они добавили сюда AV01 кодек, HEVC есть, VP9 есть, нету AV01 кодека, и видите, вот эта разница не подтверждается. Тогда для меня, я, честно говоря, не понимаю, то есть они выпускают тупо для того, чтобы сделать новую версию андроида, потому что здесь у нас стоит Android 12 Snow Cone, то есть не знаю. Блин, для меня это такой себе момент. Пойдем сейчас посмотрим сами настроечки. 5 гигагерцовая сеть, в аккаунт зашли спокойно. Вот в самих настройках устройства. Об устройстве TX80, Device Info у нас даже есть. Да ладно, слушайте. Первый раз такое вижу, чтобы они делали. Версия Android TV 12, ай-яй-яй, маус режим, короче, ничего пока интересного нет. Масштабирование текста, использовать частоту кадров, здесь нет автофреймрейта, сразу вам говорю. На Allwinner автофреймрейт это еще то издевательство. Аудио output мод, ну мы выбрали HDMI, сейчас будем проверять. И в расширенных настройках звука, ну давайте выберем все форматы, которые вроде бы как есть. Сейчас посмотрим. По хранилищу. А что у нас вообще с экраном? Это все настройки, что ли, получились? А как регулировать... вот, расширенные настройки. Господи. HDMI Output Mode, то есть есть 4К. Не обращаем внимания, 4К у меня просто подключен сейчас через ресивер, он не вытягивает 60 Гц. 60 Гц здесь есть в 4К, Mali G31 спокойно это вытягивает. Поэтому тут не пугаемся. То есть от 480p до 4К 60 Гц тянет. Что у нас тут еще есть? Есть HDR режим, SDR, HDR и автомат. Больше ничего интересного нет вообще. Сами по себе настройки очень-очень слабенькие. Вообще очень слабые. Хорошо. Интерфейс Alice UX вообще отличается тем, что он кастомизируется. Здесь можно делать различные плитки приложений. Очень достаточно интересная тема. AIDA 64 я решил, после того, как я делал тротлинг тест, сейчас мы его обязательно проведем, я решил не делать, потому что достаточно слабый процессор вообще для игр. То есть 1.4 на Cortex A53 это уже совсем-совсем устаревшая платформа. То, что ее подкрепили Mali G31 видеоускорителем, это вот видно и заключается в этом новая ревизия. Здесь тоже у нас можно кастомизировать, допустим, смотрите, как это будет выглядеть. Вот таким вот образом будут у нас появляться прямоугольнички, именно иконочки. И это, в принципе, нормально. Если пойдем влево, то у нас будут недавно запущенные приложения.
Вот, если мы раз влево, у нас недавно запущенные приложения. А ну давайте в 3D Mark зайдем. Кстати, в 3D Mark, если посмотреть, вот почему я Antutu не делал, то iStorm Extreme это всего лишь 4300 баллов. То есть нужно как минимум 4800, 4900 и здесь как минимум 9-9,5 тысяч для того, чтобы, ну, во что-то более-менее поиграть. Все остальное это такие тупо казуальные игры, которые пойдут даже на самом-самом слабом железе. Поэтому здесь об игровой его производительности вообще речи не идет. Давайте с вами проверим спид-тест, что он из себя представляет вообще этот у нас интересный момент. Сетевые модули имеется в виду. И, конечно же, просто-напросто тестируем. 5 ГГц. Я не ожидаю здесь от 5 ГГц каких-то чудес с учетом его коннектов 200 с чем-то мегабит. И, в принципе, я был прав. 122 мегабита. Сейчас попробуем на другой источник, для того, чтобы мы понимали точные цифры. То есть мы должны избежать любых, скажем так, погрешностей. 120 на 120. Это вот железно. Ну, было понятно. То есть тут такой ниже среднего. То есть это такой ниже среднего. Среднячковый это 200 мегабит. Средняковый нормальный результат 200 мегабит. Это ниже среднего. А очень плохой результат это уже ниже 100 мегабит. Это ну, ниже 100, ниже 80 даже мы так рассчитываем. Ну давайте на флагман телеком еще посмотрим, что у нас получится. А ну давай. И мы получаем ту же самую картину. Нет, это не погрешность провайдера, это слабый модуль в 5 ГГц. Сейчас попробуем 2.4, попробуем, конечно же, LAN RJ45, чтобы было нам все предельно понятно. 122, вот вообще цифры вообще четкие. 122 на 120, как-то вообще одинаково, упирается в возможности. Тестируем на AX7000 на роутере, ну есть как есть. Так, давайте с вами сейчас протестируем 2,4 ГГц сейчас. Вообще в свое время я очень любил LSUX. Это очень была крутая, ну, кто помнит старые Таниксы, да? Все же, а где 2,4 ГГц? Ай-яй-яй, что такое? Он у нас не видит Wi-Fi 6 роутер. Вот видите вам ситуация, если у вас новый роутер, то тут еще может быть вопрос. Сейчас будем включать, поможет ли совместимость в Wi-Fi 5. Сейчас попробуем, потому что для меня как бы есть вопрос. Так, будем сейчас включать режим. Я даже не знаю, что тут делать с ним. Полоса пропускания у меня сейчас 20. Давайте попробуем 20/40. Но WPA2 уже ниже некуда. Поэтому тут как бы никто не будет морочить голову. Давайте поставим... Не, подожди. И включим режим совместимости Wi-Fi 5. Сейчас посмотрим, что у нас получится. И подтвердим. Но если в таком варианте 5 ГГц Wi-Fi 6 роутер он съел. 2,4 он не съел. Тут тоже такой вопрос. Вы должны для себя понимать, что мы столкнулись с такой проблемой при обзоре. Сейчас посмотрим, какие сети он увидит. Да, он увидел все. И ему для 2,4 нужен Wi-Fi 5 роутер. Для 5 ГГц достаточно будет Wi-Fi 6 роутера. Он его видит. То есть это факт, который мы сейчас с вами увидели. Либо же полоса пропускания. Мы сейчас тоже вернем, когда настройки в исконное русло 204.01.64. Да, у меня тут. Сейчас вернем настроечки в базовые и посмотрим. Возможно, тут режим совместимости с Wi-Fi 5 и не надо. Не надо режим. Он работает с роутерами Wi-Fi 6, но знаете, в чем фишка? У нас получается ситуация с тем, что ему нужно 40 МГц ширина канала. В 20 мегагерцовом канале он не работает. То есть с 2,4 возможны какие-то мелкие проблемы. Он работает, но возможны какие-то мелкие проблемы. Сейчас посмотрим. Ну-ка. Ну, слабовато. Слабовато ниже среднего. Не скажу, что самый худший результат, но это слабовато. 22 на 32,5. Включаем LAN RJ45. Сейчас тоже все будет понятно. Но здесь сотка. Здесь как бы никто не ожидает никаких подвохов. Обычно на таких ТВ-боксах не бывает каких-то моментов. Давай, включайся.
Ну, температурку вы смотрите, да, наслаждайтесь обзором и следите за температурой. Я как бы акцентировать на этом внимание особо не буду, потому что All-Winner, на нем акцентировать-то нечего. А ну давайте смотрим. И сотка. Сотка, чистая сотка, это 93 плюс служебный трафик. Все, тут вопросов нет. Как бы я удовлетворен результатом. Сейчас подключим мы к нему. А нет, мы сейчас проведем тротлинг тест, а потом подключим к нему SSD диск. Это обязательное условие. Так, здесь все нормально. Запускаем тротлинг тест. Старт. Оба! А у нас он, видите, как некрасиво работает. Но температурки мы сможем поотслеживать. У нас как раз разные датчики настроены. И посмотрим на частоты. А частоты у нас 1.40, 1.32. Он уже в тротлинге, я вам сразу говорю. 1.32. То есть я не скажу, что он работать не будет. Он просто будет вот такая вот фигня в том плане, что у него будет момент перегрева. 84 градуса температура. Все, ждем. Ну, смотрите, на текущий момент выше 83-85 градусов не поднимается у нас температура. Я просто уже буду заканчивать тест. И, ну, 86 у нас в пике было, это самый-самый пик. И частоты падают иногда до 1.2. То есть процессор действительно в тротлинге, мы это понимаем. То есть, несмотря на вот эту вот вроде бы более-менее стабильную зеленую картинку, но... Вот, давайте говорить на чистоту, это есть. Он не в небольшом тротлинге, но он все-таки туда скатывается. Конечно же, если не считать игр, то мы должны с вами протестировать еще и мультимедийные возможности данного ТВ-бокса. Это будет у нас YouTube, проигрывание с наружного накопителя. Пробуем, конечно же, один из самых диких роликов для ТВ-боксов. Это Дикая река. Это именно для тестирования ТВ-боксов. Отлично. 1080p максимально, что у нас YouTube дает. Вот это 618 All-Winner. Смотрим. Но при этом проигрывает без дропов. И тут у меня как бы тоже вопросов нет. Но работает почему-то в AVC1. Почему нет VP9 кодека? Тоже вопрос для меня интересный. Не знаю. YouTube работает. Вы видите, да? То есть мы можем еще раз зайти. Он стартанет. Тут все прекрасно. Я думаю, нам нужно с вами установить SmartTube Next. Пробуем на SmartTube Next выбрать дорожку с VP9, с VP9 кодеком принудительно. Но вот сейчас он поставил 4К 60, VP9 не хочет воспроизводить. Давайте выберем другую дорожку. Давайте, ну, VP9, VP9 1080p. Не, у него есть поддержка VP9. Почему он 4К не хочет воспроизводить? А ну, пробуем 2К. Работает. И 4К еще раз пробуем. Нет, 4К данный процессор в VP9 не воспроизводит. 2К максимально в 60 Гц. Ну, мы показываем всю правду, тут есть как есть. Я не могу сказать, что он по 4К для YouTube прям подходит. Не, здесь без дропов тоже в 2К 60 Гц воспроизводит просто отлично. Все, хорошо, с этим вопрос закрыт. Подключаем наш любимый SSD диск. Включили. Сейчас посмотрим, что у нас получится. Ну, съело? Есть. SSD диск определил. Пробуем огромный фильм. 70 гигов. Смотрите. Да, Dolby Digital есть. Слушайте, я вам сейчас засниму, ну, тестовые ролики. Смотрите, в чем фишка. Дело в том, что данный TV-бокс подразумевает под собой, что вы будете использовать плеер TBD видео, потому что он написан конкретно под All-Winner, и там он правильно работает и с HDR, и с пробросом звука. То есть я сейчас смотрю отлично вот на 70 гигов тестовый ролик. Смотрите, все проигрывается. То есть здесь вопросов нет. При этом этот TBD видео еще и поддерживает 3D, как мы видим. Хорошо, с Dolby Digital. Отлично. Пробуем сейчас тесты звука. Обязательно. Я включил специально на свой ресивер запись видео. Dolby Digital есть. У нас появился значок. Так, Dolby Digital
True HD он воспроизводит как простой Dolby Digital. Dolby Digital Plus работает как Dolby Digital Plus. Хорошо. С этим уже легче. Давайте еще один Dolby True HD попробуем. Не, он как простой Dolby Digital воспроизводится. True HD здесь нет. Теперь DTS ядро воспроизводим. DTS есть. Слушайте, ну это, я вам скажу, уже неплохо. И DTS Long Lossless. Да, тут как простой DTS появился. Есть как есть. Смотрите, что мы с вами имеем по звуку. У нас нет ограничений проигрывания пространственного звука, но без HD форматов, таких как True HD и DTS HD Master Audio. Воспроизводить все нужно в TBD видео, которое максимально сделано для проигрывания видеоконтента на Allwinner. При проигрывании HD IPTV, то есть это Full HD IPTV, у меня тоже на этом ТВ-боксе проблем не возникло. Спокойно переключает, достаточно быстро. Сетевые модули для этого, в принципе, достаточно нормально работают. По IPTV как бы тоже вопросов нет. Игры мы проверять не будем. У нас остается с вами, скажем так, вопрос об раздачах, но так как YouTube очень сильно меня жахнул за один ролик, где было вообще просто показано, вообще ничего не было показано, но мы проверяли раздачи, в частности Matrix, максимально, что мы здесь смогли воспроизводить, до 40 гигов. Это вы должны понимать. При кабельном подключении, при подключении через Wi-Fi у нас были моменты, что мы не смогли воспроизводить больше 30. Вот такой вот момент я вам сказал. Ну а в остальном всем, я думаю, что мы уже посмотрели достаточно и готов пройти и прорезюмировать данное видео. В качестве выводов скажу, да, для, допустим, просто обыкновенного просмотра какого-то контента можно посмотреть. Нет автофреймрейта, это большой минус, но стоит учитывать, что это не топ-приставка за какие-то достаточно серьезные деньги. Если хотите автофреймрейт, покупайте W2, прошивайте на Slimbox и будет вам счастье примерно в той же цене. Ссылки в описании под видео. В целом ТВ-бокс неплох по компоновке и по наличию каких-то определенных дополнительных портов USB. Я не скажу, что это очень плохой ТВ-бокс. Это ТВ-бокс, нормальный ТВ-бокс за свои деньги с учетом всех тех проблем, о которых я проговорил в этом обзоре. Ну а с вами был Bubble на канале Технозон. Пока.